Аркадий, интересно ваше мнение по поводу потенциально ведущихся сейчас закулисных переговоров между Россией, Украиной и странами-посредниками. Об этом обмолвился Папа Римский. Украинские официальные власти в ответ сказали, что ничего не знают ни о какой миссии тайной Папы Римского. Зеленский и Си Цзиньпин созванивались. Вот как вам кажется, есть ли на самом деле такие переговоры, которые можно назвать существенными, и могут ли они вообще привести к каким-то практическим результатам в ближайшее время? Первое, я очень не люблю гадать. Это не значит, что любое заявление официальное, исходит оно от Святого Престола или исходит оно от улицы Банковой, буду принимать за чистую монету. Но мне кажется, что, говорить о переговорах, честно говоря, оснований немного. Возможно, идет какой-то зондаж, возможно, идут какие-то консультации, возможно, кто-то говорит с кем-то. Но, честно говоря, очень трудно поверить в то, что речь идет о запуске серьезного процесса в нынешних условиях, который может привести к коренному изменению ситуации, скажем так, к переводу конфликта в дипломатический контекст, в противопоставление, собственно, военному контексту. Почему? Потому что, да, есть достаточно людей, которые хотели бы, запуска каких-то переговоров и какой-то деэскалации, деинтенсификации, причем совершенно по разным причинам, но взгляды этих людей контекстуально, возможно, и временно совпадают. Парадокс в том, что они, по сути, противоположны, потому что если мы посмотрим на Китай, то главная мотивация Китая в нынешней ситуации сводится к тому, чтобы Россия не проиграла в этом конфликте. Потому что если Россия проиграет, понятно, что для Китая это будет иметь негативные последствия, компенсировать которые, эти глобальные международные последствия, просто тем, что Китай увеличит свое влияние в России и на Россию, не получится. У европейских, симпатиков, у них на самом деле противоположная мотивация. И господин Макрон, и условный господин Орбан, они ведь заинтересованы в том, чтобы, ситуация, что ли, не дошла до такой степени, когда в результате украинского контрнаступления не произошли коренные изменения. Если Украина окажется успешной, нужно будет ожидать каких-то ответных шагов от России. Если Украина окажется неуспешной, придется признавать, что Запад не может допустить, чтобы Украина проиграла. И тогда придется принимать решение о, на самом деле, возможно, увеличении военной помощи Украине в других условиях. Что касается Святейшего Престола Римского, я не буду ставить под сомнение мотивацию этих людей и мотивацию их выбора в пользу мира, но очень хочется вспомнить историю про Иосифа Сталина и его ответ на соответствующее предложение привлечь Ватикан к послевоенному регулированию, на что он якобы ответил: а скажите мне, сколько у Святейшего Престола дивизий? Да. Я не говорю, что у них нет влияния у них есть, но в нынешней ситуации воспользоваться им не получится. Я думаю, что переговоры начнутся, если вообще могут начаться, только после того, как станут известны результаты украинского наступления, либо результаты отсутствия украинского наступления. Сегодня мы я говорю еще раз, зондаж, возможно, какое-то выяснение потенциальной ситуации, но ни Украина, ни Россия не готовы уступать, а не имея ни на одной стороне готовности уступать, переговоры вести бесполезно. Но, с другой стороны, мы видим истощение военных ресурсов с обеих сторон, и насколько готовящееся контрнаступление Украины имеет реальную военную базу под собой, мы тоже понять не можем. И, возможно, как раз такие военные по обе стороны линии соприкосновения заинтересованы сейчас в каком-то виде заморозить это дело, но продать это как-то обществу. Мы, безусловно, ничего не знаем, и гадать нам действительно бесполезно. Я с осторожностью отношусь к фразам типа «мы видим истощение ресурсов». Я не считаю, что мы видим истощение ресурсов, потому что Россия 140-миллионная страна, санкции экономические в отношении которой в лучшем случае как-то с трудом начинают действовать. Я не считаю, что Россия приближается куда-то к какому-то пределу истощения ресурсов, будь то экономические ресурсы или будь то людские ресурсы. Другое дело, насколько разумно продолжать кидать в топку эти экономические и людские ресурсы, но это решает один человек в Кремле, по большому счету. Мы знаем за большой опыт изучения политики и поведения этого человека, что он не умеет отступать и не умеет останавливаться.
Поэтому то, что он скажет, все, хватит, давайте договариваться, не верю я в это. Он говорит о том, если Кремль говорит о готовности договариваться, то всегда добавляет с учетом сложившихся территориальных реалий. То есть давайте заморозим линию фронта, где она находится сейчас. А опять-таки мы знаем, что за этим следует. Потом Москва собирает новые ресурсы, и через какое-то время война начинается снова на другом витке противостояния. А украинское руководство после всех своих заявлений и после всех жертв, принесенных, в общем, украинским народом, не может позволить себе сейчас сказать: ой, все, что мы говорили прошлый год, да и совсем недавно и продолжаем говорить, не имеет никакого значения, потому что нам нужно вести себя по-другому. То есть я не исключаю, что с точки зрения, более того, я считаю, что это вполне логичным, что с точки зрения военного анализа Украине, в общем, нет смысла в нынешних условиях брать на себя такой большой риск, который влечет за собой наступление. Но может ли она отказаться от него по политическим причинам? Причем не только внутриполитическим, но и внешнеполитическим, или наоборот. Мы не находимся в той фазе конфликта, когда можно было бы ожидать результативного исхода любых переговоров. Ну, об истощении ресурсов я скорее говорил, наверное, больше об замедлении интенсивности боевых действий, интенсивности атак с обеих сторон. И мы из этого, я предполагаю, не так много военных ресурсов у обеих сторон, чтобы дальше воевать. Я думаю, что Украина накопила определенное количество ресурсов, в том числе за счет того, что вы правильно говорите, снижения какой-то интенсивности противостояния. И понятно, что было бы логично использовать эти ресурсы в дальнейшем, опять-таки, для укрепления обороны, а не для проведения наступления. Но, тем не менее, это не отменяет того, что я сказал о политической мотивации. Украина сейчас в таком положении, что и внутри есть большой запрос на наступление и на возврат территорий, и западные партнеры, и доноры, которые дают и военную помощь, они, видимо, тоже требуют результатов на поле боя. Скорее всего, это так и есть, потому что замораживание конфликта тут же поставит вопрос о том, собственно, тогда ради чего все делается, выделение средств финансовых, материально-технических, если они потом никоим образом не используются. Потом надо понимать, что в Америке, в общем, так или иначе, уже скоро достаточно начнется всерьез избирательная кампания по выборам президента, что увеличит неопределенность. И обеим сторонам этой внутриамериканской политической гонки выгодно понимать, куда идут тенденции. Идут они в сторону укрепления позиции Украины или нет. Но узнать это за счет просто замораживания ситуации не получится. Я думаю, что ситуация будет просто заморожена. Нынешние обитатели Белого дома понесут определенные внутриполитические издержки, и им это сейчас невыгодно. А как вы видите, какое место вообще занимает украинская тема в предвыборном дискурсе сейчас в Америке? Это вообще Украина — это фактор в предвыборной борьбе сейчас там? Я думаю, конечно, фактор. Я не знаю, я не буду говорить, что это фактор номер один, потому что американские выборы, они всегда про внутреннюю политику. Они никогда не про внешнюю. Никогда это не было даже в период холодной войны. Но это фактор. Эта тема продолжает обсуждаться. Я не могу сказать, что слежу очень внимательно за американской дискуссией в прессе, но, в общем, до определенных пределов слежу. Это по-прежнему первополосные новости. Поэтому, безусловно, живя в Америке, невозможно не следить, невозможно не следить, но невозможно не знать того, что в Украине сейчас идет война, и что стороной-агрессором в этой войне является Россия. А это сразу включает огромное количество традиционных базовых реакций, присущих американскому электорату, опять-таки вне зависимости от того, на какой стороне политического раздела находятся эти люди. Наверное, завершающий вопрос на сегодня. Есть ли, на ваш взгляд, переговоры на уровне Путина и других лидеров государств? Возможно, ему дают послания, или как-то ему говорят, или в каких-то формах направляют такие месседжи, чтобы он просто сам закончил, остановился, прекратил. Есть ли такое, на ваш взгляд? Я не знаю, но мне кажется, сейчас это вряд ли есть, скажем так. Мы же помним, что в начале и перед началом конфликта, и в начальной стадии конфликта и Макрон, и Шольц звонили так часто, что, мне кажется, телефон Путина просто раскалялся от их звонков. Они все пытались ему объяснить, что он не прав. В какой-то момент
у них это желание абсолютно пропало. И, по-моему, вот там мы все и находимся уже много месяцев. Они понимают, что звонить Путину бесполезно. Очевидно, европейцы попытались переложить часть этого бремени на Пекин. Но насколько это удалось Пекину в результате, так сказать, контактов с Путиным, с Макроном и теперь с Зеленским, тоже непонятно. Мне кажется, это уже совсем, конечно, спекуляция, я это признаю, что не удалось. Мне кажется, что мартовский визит Си Цзиньпиня в Россию был в значительной степени посвящен вот опять-таки попытке выяснить, на что Путин готов, на что он не готов. Потом, так сказать, в китайской традиции не спеша люди осмыслили, возможно, посоветовались с тем же Макроном относительно того, где все находится. И потом еще через какое-то время все-таки состоялись контакты между Пекином и Киевом, которые свидетельствуют на самом деле, они могут свидетельствовать о том, что и Киеву Пекин передает какой-то косвенный месседж, но могут свидетельствовать о том, что, честно говоря, просто попытка договориться с Москвой или что-то выяснить в Москве и потом предложить Киеву некую совместную согласованную позицию не удалась. Теперь Пекин пытается в реальности выяснять позицию Киева с тем, чтобы потом продолжить дискуссию со своими теперь уже западными контрагентами. Но так или иначе, что бы ни произошло, тот факт, что я не оригинален в этом, но тот факт, что контакт Зеленского и Си состоялся, он сегодня, мне кажется, будет скорее раздражать Путина и опять-таки уводить его в сторону или все дальше от тех условно-компромиссных позиций, которые в ином случае он бы мог даже пытаться занять. И Кремлин этот телефонный звонок, безусловно, задел. Аркадий, благодарю вас, как обычно, за интересный комментарий для РУ-ТВ. Спасибо. Пожалуйста. Счастливо.